Всем привет! Меня зовут Катя, и вы снова на моем канале «Сад с Катериной Говоровой». У нас так стремительно наступает весна, и после зимы, конечно, после такого долгого ожидания, когда начинает расцветать все вокруг, это просто вообще обалденное, непередаваемое зрелище. Великолепно цветет камелия в кашпо, в контейнере. В этом контейнере она находится год. Кто смотрит канал, тот знает, рассказывала, как сажала, как выращивала, как зимовали эти камелии. Просто невероятнейшее зрелище. Сейчас покажу вам поближе. Вот здесь 2 черенка, даже может быть 3. Часто так делают, это была покупка, камелия была из Голландии, чтобы быстрее кустик принял презентабельный вид, то есть побольше выглядел. Часто несколько черенков делают в один горшочек, и вот так получается красиво цветет эта камелия. Невероятно. Делала камелиям подкормки, покупала удобрения фертику для азалий, и вот подкармливала их. Великолепно, конечно, цветет. Здесь в этом горшочке у меня гордения жасминовидная. Ну, пока вот тишина. Один бутон у нас уже пострадал. Он был самый первый. А вот эти вроде ничего, развиваются. Ну, смотрю, это вообще мой первый опыт ее выращивания. Я ее планирую посадить вот в точно такой же горшочек. И буду выращивать ее как контейнерное растение. Ну и, конечно же, хочу показать вам, как цветет камелия, которая в грунте. Какие заметки? Вот у нас было очень тепло, очень солнечно. И она где-то до 10 получает прямые солнечные лучи. И хочу вам сказать, это моментально сказалось вот на цветке. Видите? Получили цветочки ожог. Ну а так, в принципе, в целом, конечно, очень нарядно выглядит. Вот так вот обсыпаются некоторые цветы. Но в парнике, в холодной зимовке, в холодных условиях камелия лучше себя, конечно, чувствует, и дольше она держит каждый свой цветочек. Вот смотрите, какие обильные веточки, даже не держат сами себя. Вот, оторвался даже цветок от моего вмешательства. То есть вот цветы опадают абсолютно красивыми. И под камелией, как правило, еще цветет земля. Невероятное зрелище. И уже, вот смотрите, пошли в рост, тронулись ростовые почки. То есть камелия уже начинает расти. Хотя еще очень много бутонов, которые еще будут открываться. Красавица. Это сорт Миссис Тингли. А вот рядом хоста уже проснулась. Купена здесь. Вот эта земля сейчас кажется все так некрасиво, лысо. Но скоро это все будет зеленое и очень красивое. А вот здесь я посадила лавровишню на штамбе. Это сорт Отто Люкин. Вот видите, уже много соцветий на ней. Она будет обильно цвести. Привитая она на штамб. То есть Отто Люкин — это карликовый сорт лавровишни. Где-то метр 20. То есть на толстой увеличивающейся ножке будет такой вот шарик красивый. Можно застригать, придавать форму. Но растет она вот такой рюмочкой. Очень красивая, невероятная. Вот в этой зоне будет смотреться вот так. Ну и, конечно, я очень торопилась снять вам сегодня видео, потому что второй день цветет моя магнолия. Невероятно красивая. Друзья, просто вообще непередаваемое зрелище. Вчера было солнечно, цветы сильнее были открыты. Кто подписан на меня в соцсетях, я выкладывала фотографии. Ну какая же это красота! В этом году уже у меня сохранилось больше цветов. 3 бутона только вымерзло.
Но у листопадных магнолий, вот это у меня суланджа, сорт Рустика рубра, у них какая особенность? Чем больше, крупнее, старше дерево, тем выше у него морозоустойчивость. Ой, слышите, друзья, это чайки. Мы живем на берегу. Шумные товарищи. То есть чем старше дерево, тем оно сильнее и выше у него морозоустойчивость. И вот видите, уже начинают открываться листья. Вот. 3 года у меня растет эта магнолия. Цвести она начала на 2-й год после посадки. Был 1 цветок, потом 1 год она не цвела. И вот уже хорошо в этом году так обильно цветет. В прошлом мы много бутонов потеряли. В марте были очень высокие у нас заморозки до -12 с ветром. И, к сожалению, дерево было молодое, потеряло бутоны. Но невероятная красавица. Ну и, конечно, хочется вот каждый момент поймать, поделиться с вами, потому что это весеннее цветение, оно такое всегда нежное, такое трогательное. Вот у меня здесь цветет брунера. Это причем обычная брунера, вот у нее не сильно варигатный листик, но очень красивая. Здесь же у меня барвинок агрессирует, заплел тут все. И вот я вчера видела, что он начинает цвести синими цветочками. Здесь продолжает цвести у меня морозник. Вот молодые цветы. Эти уже вот семена скоро будут вызревать на старых. Высокий такой. И здесь у меня насеялось очень много морозников. Вот смотрите, сколько и уже 2-й листик, видите, пошел уже такой хороший. Вот в эту зону я еще посадила фацию. Здесь у меня самое такое непродуваемое место. У многих моих знакомых фации перезимовали. И есть опыт садоводов из нашей 7-й зоны. Фации зимуют. Ну, с укрытием, конечно. Я решила тоже в этом году попробовать. А вот смотрите, криптомерия уже начала зеленеть. Она такая была золотистая. А сейчас уже такая стала зелененькая. Это сорт Вилмарин Голд. Красивая. Посмотрим, какие темпы роста у нее. А сейчас покажу вам Йокогама. Вот смотрите, малышка. Вот эти веточки я так и не выстригла нужно. Это вот снег был тяжелый, они подвыпрели. Первая зима была. Но вот видите, уже контраст начинает расти. Крестата тоже. И вот так вот выглядит молодой прирост на аукубе. Вот такие вот уже веточки, вот бутончиков много. Вообще, недавно вычитала, что аукуба двудомное растение, и нужно обязательно 2-ю особь, чтобы ягодки завязывались. Вот нужно мне тоже над этим подумать. Потому что в ягодах она, конечно, смотрится в 2 раза эффектнее. Это криптомерия Динджер тоже начинает подрастать. А вот здесь, друзья, кто знает название, я забыла, потеряла. Вот такой вот у меня лесной житель с вот такими колокольчиками. Но, видимо, агрессирующий, потому что вот на каком расстоянии простреливает росточками своими. Здесь папоротники начинают расти. Это моя магония софткарес, красавица, но еще не тронулась в рост. И цветут медуницы по всему саду. Красиво. Вот это вот с красивой такой варигатностью. Здесь подсадила защитить свою криптомерию, глобозу, от котов, которые периодически сюда пытаются ее метить. Ароник, вот он как разросся. Красивый лист такой у ароника. Лилии. Сзади, вот видите, защищаю сейчас. Проволоки повтыкала такие, потому что коты тут тропу проложили и периодически на них садятся. И вот показываю вам
как просыпается японский клен, это широсаванум. Вот такие уже хорошие у него тронулись в рост почки. Красавец, была его первая зимовка. Прожил у меня 1 лето, 1 зиму. Вот сейчас его первая весна в саду. Красавец просто. А вот как цветут медуницы. Такие красавицы. Мускарик один здесь. Вот моя магнолия. Начинается у нее вот этот листопад. Это вот 3-летние листья она будет сбрасывать. Потом она тронется в рост. И вот этот вот листик мне не нравится. У нее было какое-то грибковое заболевание. Я ее даже в теплые зимние дни обрабатывала скором, ракурсом. Вчера тоже, кстати, сделала обработку ракурсом. И через час пошел дождь. Расстроилась, придется повторять. Барбарис тронулся в рост. Красавец. А вот смотрите, друзья, падуб скоро будет цвести. Нелли Стивенс. Это очень хорошо, значит, он будет с ягодкой. Это будет здорово. Так, что я вам еще хочу показать. Рассен криптомерия. Очень хорошо растет, очень быстро прирастает, быстро растущая. Видите, какой стал насыщенный цвет, красивый. Очень красивая. Здесь у меня самшитик на штамбе в горшке. И вот он цветет. Расцвел вереск тоже. Прямо хорошо сейчас набрал цвет. И вот жду, начинает вот прирост на падубе. Я думаю, что это Golden King. Брала его без сорта на рынке. Понравился цвет листа. Думаю, Golden King. Скоро тронется в рост. Вообще весна моментально как-то все оживает, набирает красок. Вот как красиво выглядит сейчас жима. Сейчас отойду, покажу вам, как красиво смотрится. Лист такой темный, такой вот, знаете, малахитового цвета. Очень красиво. Здесь у меня на этой перголе глициния. И вот эта жимолость. Очень много бутонов на глицинии. Бутоны уже такие большие. Скоро будет цвести, будет такая красота. Вот смотрите вблизи уже какие большие бутоны. Как это будет красиво. Невероятнейшее зрелище. Здесь у меня клематис. Принцесса Диана, очень красивый, который в прошлом году я лечила. Он заболел вилтом. У нас прошли дожди. Да и продолжают идти. Очень пасмурно, прохладно. Но после дождя всегда такие яркие краски. И не засвечивается, и можно полюбоваться садом. И вообще люблю после дождя воздух свежий такой. Уже смотрите, как хосты поднялись. Прямо уже полноценные листики. Развалила мне примулу дождями. А вот эту примулу мне Лена дарила. Она на ножке такая. Я давно, кстати, хотела завести примулы, которые на стебельке. Так после дождя выглядят нарциссы. Ленин колокольчик. А вот смотрите, как красиво живучка готовится цвести. Очень красиво. И вот здесь еще у меня примула. В прошлом году я покупала в лето такой интересный сорт. Он такой махровый, желто-оранжевый, такого приятного цвета, медового. И вот она перезимовала. И вообще иногда покупаешь, когда сортовые какие-то примулы, они редко на следующий год выходят. А тут все хорошо. А вот после дождя как красиво роса лежит на древовидном пионе. Красивый лист у пиона, такой с розовой окантовкой. Гайлардия взошла. Вообще, смотрите, да, как изменился сад.
Буквально прошло совсем чуть-чуть времени, а уже все зеленое такое, все нарядное, жимолость. А вот только сейчас смотрю, у меня расцветает уже слива и идут дожди. Но это у нас уже стабильность. Если цветет сад, обязательно дожди. Утки у нас летают над рекой. А вот здесь у меня маки, очень красивые, махровые оранжевые маки. И они всходят, кстати, от семян. Но это не обычный мак, который в пищу употребляется, это садовый. И вот смотрите, как моментально тронулись почки на гортензиях. Это метельчатые гортензии, я их коротко обрезаю. Оставляю всегда 2-3 почечки. И они потом более толстые, у них побеги образуются и более красивые крупные цветы. А вот какой красивый листик. Это самая обычная берючина сорта Ауреа, но она невероятно яркая, очень красивая, очень неприхотливая. А вот это сорт лавровишни от Тальюкин. Перед этим показывала вам на штамбе. А эту я взяла, она зимовала в садовом центре в горшке. В общем, листик, конечно, у нее подмученный, но она вся живая, вот готовится цвести. Ничего страшного, она сейчас в грунте укрепится, обнулятся листики, новые вырастут, и будет красиво. Это Вероника уже взошла, вон лилии. А здесь у меня массив такой, чернушка дамасская взошла. Трава цветет, ну пока цветет, я ее не трогаю. А вот как красиво сейчас цветут нарциссы. Вот в прошлом видео вам показывала, они только начинали расцветать, а сейчас уже такая желтая лужайка. Красивая лужайка. Вот эти нарциссы сортовые, они очень долго цветут. Они намного дольше цветут, чем наши старые советские сорта, которые уже на данный момент выглядят очень печально. Их уже ветром, дождем обтрепало. А эти вот какие нарядные и красивые. Друзья, сейчас самый смак, но не могу вам не показать, как же это красиво. Это просто облако какое-то, розовое облако. Будет цвести фатиния Пинк Криспи. Какая она нарядная. У фатинии, видите, меняются листья, старые обсыпаются. Вот после ветра, дождя они перед этим ярко краснеют. Красивая фатиния, все циклы красивые. Ее роста. Вот какой невероятный. А вот молодые уже листики. Видите, какие красивенькие. Место здесь у меня солнечное, поэтому варигатность ее должна ярко проявляться. Вот сейчас бы солнышко пригрело, и она бы уже цвела. Ой, какая красивая. Здесь снизу я оставила веточку, которая идет от ствола, и я хочу сделать еще один шарик. Буду ее прищипывать, посмотрю. Убрать всегда можно, а вот нарастить нет. Еще мак, нарциссы, такие ароматные. Такая красота. Здесь цветут у меня виолы, анютины глазки. Почему вот их хорошо сажать под зиму у нас на юге? Они тогда очень быстро и очень рано начинают цвести. С первым солнышком это уже так красиво. А вот после дождя кипарисовик нутканский, весь словно в жемчуге. Вот в эту зону сейчас отойду, покажу вам. Подсадила фатинию. Это сорт Little Red Robin. Очень красиво, у нее более маленький листик. Все в росе. И сюда же посадила вот такой красивый бересклетик. Купила как микс, но понравился. Во-первых, видно будет колоновидный. Мелкий листик, такой плотный, набитый.
И здесь у меня еще, не знаю это название этого цветка, но он красный, такой темно-бордовый, красивый. Вот такая получилась группа. Здесь у меня ирисы, пересадила их. Ирисы, которые высокие, цветут на высокой ножке. Их часто в букеты режут. А здесь, смотрите, уже как оброс листиками барбарис реджевел. Выгнал много бутонов. Он будет цвести, цветет желтыми цветочками. Вот такая красота. Быстро, все так быстро обросло. И цветет молочай. Молочай Rainbow. Вот какой красавец. Такой интересный, необычный. Хорошо смотрится, в принципе, и с хвойными растениями. Они его подчеркивают, этот цвет. Красавец. Кстати, неплохо черенкуется. У меня отломалась веточка. Я ее даже вот еще, наверное, в конце зимы воткнула в землю. И веточка эта тоже пошла в рост. А вот зона моя, где цвели крокусы. Сейчас здесь цветут попугайные тюльпаны, которые должны были быть темно-синего цвета, но расцвели они ярко-розовым. Вот зона какая красивая. Осока пошла в рост. Я реставрировала, кстати, свою статуэтку Будды. После зимы было много трещин, вот даже еще видно. Даже выморозила ему вот эту макушку, я ее вклеивала. Потом красила его краской фасадной, которая именно уличная, у нее там большой срок, большая гарантия. Вот я его покрыла в несколько слоев, а потом сверху бронзовым баллончиком. И вот такой получился у меня результат. И вот так цветут попугайные тюльпаны. Красивые. Мне нравится, что они невысокие. Вот в этой зоне как раз мне не очень надо, чтобы было много роста. Главное, смотрите, какой цветок. Красавец. Вот посадила 6, по-моему, тюльпанов. Ну, полноценно расцвело 3. Вот сосна Карстенс Винтерголд. Пошла уже, видите, почка. Пошла в рост. Еще такая яркая, красивая. Летом она, кстати, позеленеет. Но от этого вид у нее все равно не станет хуже. Красавица. Скоро здесь будут цвести у меня аквилегии, много ирисов. Ну и здесь же, в этой зоне, в моей восточной, теперь растет араукария чилийская. Вот такая получилась зона. Здесь будут высокие кипарисовики. Они как раз будут закрывать от ветра ее. И сейчас покажу вам так издалека. Нандина у меня здесь карликовая, это гольфстрим. Поэтому араукарии, в принципе, будет куда расти. Надеюсь, все у меня получится в ее выращивании. Скоро вся будет в цветах, ирисы ее будут окружать. Подсадила сюда анютины глазки. Ой, вот это вот на нас смотрит, сейчас покажу вам. Красивый сорт такой, красивый цвет. А люблю их, вообще люблю цветы. И посадила афатинию свою краснолистную такую. Все время забываю сорт. Хочется мне сказать, что это каре руш, но, по-моему, это все-таки другой сорт у меня. Такой какой-то новый сорт Соптхоза заказывала. У него более яркие красные листья. Вот даже видно. Довольно, да. Вот если даже здесь Little Red Robin. Видите, такой цвет у нее более бордовый, а у этой прямо ярко-красный. Чтобы она мне подчеркивала, делала красивый фон для моей араукарии. И здесь хотела вам еще показать. Вот
Моя Нандина не просто перезимовала, вот почка. Очень много почек, вот они. То есть она пошла в рост. И здесь у меня еще вот такой красавец растет. Японский клен, Emerald Lace. Вот видите, он уже не просто пошел, он уже листики. Красавец. Все так быстро. А лилии уже какие огромные. Все прямо так раз. Как-то у нас всегда дожди, холодно, а потом раз и лето. Это гиптокодиум. Вот уже пошел. Здесь монарду я сажала к нему в компаньоны. Ой, а вот как пошел расти мой лимончик дикий. Как понцирус. Понцирус трифолиата. Вот такой красавец пошел расти. Здесь цветут у меня мускари. Вот Лена мне еще присылала посылочку. Здесь у меня децентра Ленина. Фиалки я подсадила. Вот еще децентра. Все принялось. Пошли расти у меня цикламенчики. Лена прислала мне еще несколько сортов. А вот смотрю. Ой, веточка от гиптокодиума. Такой ветер был у нас ураганный. Просто ураганный. И ветку оторвала. Жалко. Но дуло так, что спасибо, что заборы стоят. И здесь хотела вам показать, вот начинают развиваться уже бутоны, пошли в рост на магнолии Фейри Блаш. Осенняя была посадка, и мне, конечно, любопытно, как она расцветет. Но у нее погорели очень сильно листья. Вот она как вечно зеленая у меня здесь себя повела, потому что место тихое. Но видите, вот это зимне-весеннее солнце очень подпортило декоративность листьев, и в следующем году затеню. Бересклеты растут уже вовсю, распустились. Красавчики. Сюда тоже хосту подсадила, чтобы котам тропу перекрыть. А вот смотрите, какой огромный у меня теперь куст олеандра. Он за зиму просто вообще разросся. А вот лимончик Мэйра. Вода стоит после дождей. И еще у меня такая малышка Пинк Криспи, как моя на штамбе, этот же сорт. Но вот ее я еще не посадила в грунт. Жду теперь хорошей погоды. Лагерстреми еще спят. И одна, и вон вторая. Они позже просыпаются, намного позже. Но сейчас покажу вам еще, кто проснулся. Это уже пошли в рост злаки. Пенисетум пошел. А вот смотрите, лук. Он настолько огромный. Сейчас я вам положу сюда руку, покажу. Вот смотрите, вот моя рука. Вот листья, да? Огромные просто. Тоже сорт не знаю. Мне писали и карамболь, что это. Подруга мне подарила, назвала гималайский чеснок. Вот мои красавцы-нарциссы. Обожаю их. Кипарис аризонский. Такой кремовый. В прошлом видео показывала, что он цветет. Много пыльников, много очень шишек. В этом году невероятное количество. Красавец. Шишка у него очень декоративная. Друзья, вот как выросла осока. Просто огромнейшая. И уже проснулась скумпия. Здесь у меня растет скумпия краснолистная Royal Purple. Она у меня уже до неба просто. Но я ее не стригу. Пока наблюдаю, как она пойдет. Потому что сад у меня небольшой. И мне удобно, чтобы она вверх шла и давала такой вот красный фон. Фон будет для фатинии. Будет очень красиво.
Сейчас еще вам покажу. Проснулась астра вересковая. Вообще очень быстро сад ожил. Это туязматлик. Проснулась уже скумпия янг-леди. Вот уже розовые почки. Она у меня так обильно цвела в прошлом году. И вот проснулась березка, тростдворф, растет у меня в контейнере. Но вот в этом году было так жарко, у нее сгорел верх. Вот она пошла на таком уровне, я ее обрежу. В этом году ленкоранская акация, я думаю, подрастет и сделает ей больше тени. Ленкоранка тоже проснулась, зеленая. Так, фокусирую телефон. Ну, видно, уже почка пошла, а красная еще спит. И проснулись почки на сирийских гибискусах. Это дюк де Брабант. Он, кстати, раньше всех просыпается. Пошел прямо неплохо. Пошла уже в рост коника. Вот они, малышки, уже почечки. Здесь монарды. Лилии тоже проснулись, вышли уже из земли. Эхиноцея. И все в траве. Боже, траву не успеваю убирать. А еще помните, в прошлом году, по-моему, сажала клематис. Это тайга. Очень красивые, синие такие у него цветы интересные. Кошка моя бежит по делам. И вот он пошел уже от корня. Уже будет в этом году, наверное, много цветов на нем. И здесь у меня еще бересклет. Вот надо эту веточку отрезать, зачеренковать ее. Выстрелил зеленым. Это японский бересклет. Луна. Вот тоже, да? Смотрите, вот здесь лист варигатный, а верх зеленый. Любит перерождаться. Здесь афипогончик я подсадила. Зелененький. И, кстати, что хочу заметить, почка на буке уже начала увеличиваться. Бук триколор тоже перезимовал, все хорошо. Но ему зима не так страшна, как лето. Вот как нарядно выглядит плошка. Плошка называется «Посадил и забыл». Сколько я отсюда уже отсадила вот этих молодилок. Уже по всему саду. Вот так откручиваю, отсаживаю. Они тут опять разрастаются. Великолепно растет и как красиво смотрится. Просто великолепно. Здесь, смотрю, зеленая почка на сирийских гибискусах. Это белый. А вот сиреневый тоже проснулся. Вот это такое волшебство, конечно, наблюдать, как все просыпается. И вот перезимовала у меня вербена бонарская. Хотя у меня тут так холодно, здесь с реки ветер. Мне говорили, что она у нас не зимует. Ну, видимо, все хорошо. Буду ее отсаживать в глубину. Что еще из интересного? Елочка Пуш пошла. Вот они, почечки. Она у меня малышка. Ну, так она, в принципе, быстро кустится. И вот проснулась у меня магнолия Эша. Красавица. Кстати, зимовала она у меня в саду. Вот так цветет, продолжает кизил. Барбарисы уже все нарядные. Очень красивые, очень яркие. Сейчас покажу. Здесь у меня живучка. Вот сисеринхи. И вот еще один молочай. Молочай красавец. Злаки на ветру развиваются. Вот пиния пошла в рост. Так, сейчас покажу вам. А вот овсяница стала уже как гнездо. Надо ее, видимо, делить, выщипывать цветы. Развалюха такая. А вот посадила сюда тую випкорд. Взяла на распродаже. Вот она такая была замученная. Ну ничего, уже начала цвет набирать. Обработку уже ракурсом получила. Выхожу. А вот, видите, черенканулся у меня молочай Рейнбоу. Лавровишни мои. Одна и вторая.
А вот уже какие листья, это мушмула германская. Просто уже все прямо, все в листьях. Шалфей набрал цвет. И вот сейчас покажу вам вот самый трогательный момент, когда гинга просыпается. Смотрите, какие лапочки. Такие микролистики. Просто вообще не передать. Какое-то волшебство. Здесь цветут тюльпаны, нарциссы. Самое главное успеть этот момент поймать. Клен, гарнет. Вот такие они еще тоненькие. Но уже прямо цвет набрал. Вот здесь у меня кровохлебка Лена мне дарила, присылала. А вот видите тюльпаны, которые я осенью сажала, я покупала все черные и темно-сиреневые. Ну, как и попугайные, которые фуксиевым цветом расцвели. Ну, видимо, Вселенная знает больше, что мне нужно. Значит, нужен был розовый, а не черный цвет. Почка пошла на елочке уже Энгельмана. Крупная уже вот-вот тронется в рост. Верхушечная уже вот прямо вообще на грани. И здесь смотрите, как начала перерастать моя калина морщинисто-листная, у которой тут роль, в общем, будет зонта, который будет затенять мне клен гарнет. И ленкоранка. Ленкоранка будет большой зонт. Это ленкоранка моя красная, летний шоколад. Она живая, перезимовала полностью, но почка еще на ней не тронулась в рост, в отличие от зеленой. Она попозже. Банан, смотрите, видите, растет. Несмотря на то, что я этого товарища пересадила. Очень боялась его пересаживать. Но у него оказалась очень компактная корневая, где-то, наверное, с полметра я обкопала вокруг, все это подняла, у него корень, как у травы. Вот так вот он прекрасно пересадился, и вон у него еще там вокруг детки живые оказались. Я думаю, все будет в этом году цвести и расти. Вот так бересклеты уже пошли. Это бересклет Форчина Блонди, вот даже зацветает, видите? Надо же. Первый год посадки, осенью посадила. Вот эти два прямо хорошо пошли кустика. А вот этот что-то никак не тронется. Ну, почечка начинает, все равно живой. Ну, странно как-то. Наверное, у этих, может, корень лучше был. Хотела, чтобы тут круг был такой под ленкоранкой. Может быть, даже подниму на ствол их. Посмотрю. А вот очетки, как красиво растут. Снейк тоже, видите, вот-вот уже тронется в рост почка. Кстати, не буду сильно подходить близко, грязь, но вижу, что на Green Tower, на сосне, тоже почка пошла уже в рост. Здесь у меня клематис, синяя птица. Вот он вышел один. И второй, кустовой клематис. Он мне тут должен такую красивую синюю картину сделать среди моих хвойников. Здесь лаймглоу бордюром. Вот видите, лаймглоу, которые поменьше еще не отошли до конца от зимы, а которые большие кусты уже изменили окрас зимнего. Ой, у нас зима в этом году была ужас. Вот куски до сих пор валяются. Поломанное все. Тяжелая была зима. Обычная ель моя без сорта тоже уже вот-вот пойдет. Но я вот тоже на нее смотрю и думаю, конечно, это или глаука, или кейбаб. Что-то вот из этих, наверное. Но я ее защипываю уже 3 года, и она прямо, конечно, густая стала, хорошенькая. Буду конусом формировать ее с детства. Посмотрим. Буду на ней учиться. А вот борщевиколистный клематис тоже проснулся. Видите, такой будет желтый бордюр из можжевельников и синие клематисы кустовые. Кориоптерисы. Тоже все в синих оттенках. И вот здесь у меня краснокоренник. Перезимовал, все хорошо. Субтхоза заказывала P9. Вот он уже пошел расти. А вот здесь, друзья, гималайский кедр мой.
Вот он уже пошел. Вот. Кедры раньше всех. Раньше всех хвойных стартуют. Большой уже красавец такой. Пушистенький, красивенький. В этом году должен уже набрать рост, порадовать. Так, а здесь у меня кайзука. Уже цвет поменял, стал ярче, такой зеленый. И вот смотрите, как красиво цветет моя вишенка карликовая. Очень красивая, кстати, очень вкусная, всегда крупная, сладкая. Вот такое обильнейшее просто цветение. И холод, просто ужасный холод. Ни одной пчелы здесь нет. Я не знаю, чем кончится это цветение. Надеюсь, что сейчас пройдет вот этот холод. Пригреет солнышко, пчелы прилетят, все тут наладится, и вишни будут. И чернослив цветет вот тоже. И тоже вот такая вот у нас здесь холодина. Друзья, смотрите, спиреи. Ой, забыла этот сорт. Желтолистная какая-то, золотистая. Но это не Golden Princess, а другой сорт какой-то. А вот бузина пошла. Вот это Golden Tower. Но вот сейчас, несмотря на то, что это весна, еще везде солнце, она у меня зеленая. Не знаю почему. Мискантус проснулся. Это спирея шарабана. Тую пересадила сюда, филиформис. Красавица просто. Тут ее видно стало. Правда, трава. Сейчас отцветет, все уберу. А вот здесь, друзья, у меня уже просыпается бересклет крылатый. Очень обильно, много почек. Сейчас дотронулась, даже одну отломала. Скоро будут листики. Сюда пересадила свою ель акракону, которая у меня все равно подгорела немножко в прошлом году, но вся живая. Здесь более такое тенистое место. Я думаю, что здесь ей будет полегче. Вот кипарисовик Fern Spray Gold. Смотрите, тоже цветет. И здесь у меня перезимовал и пошел это Cornus Florida Rubra. Дерен цветущий. Очень красивый. И вот сейчас покажу вам эту зону. Берег редко показываю, я его формирую, он у меня летом красивее. Вот здесь у меня растет бамбук. Здесь же плосковеточник. И вот сзади у меня пересаженный осенью барбарис оттавский суперба, чтобы сделать мне такой бордовый фон. И вот в эту же зону. Так, здесь у меня пенисетум, ирис, лучок. И сюда я подсадила свой красавец таксодиум Каскад Фоллс. И вот он начинает почки свои распускать, просыпаться. Сзади растет крушина ольхолистная, вот колоновидная, барбарис Red Chief. И будет красивая зеленая стена из инжира. А вон персик доцветает. Здесь у меня жимолость, вот она, варигатная, которая из-за того, что зима холодная, она ведет себя как листопадная частично. А цветок, еще лук. Здесь пузыреплодничек тоже у меня небольшой, карликовый сорт. Овсеница цветет. А вот этот пузыреплодник, это вообще просто, я не знаю, супер бэйби какой-то. Я не знаю сорт, тоже на рынке взяла. Поломала ветром веточку или снегом. Вообще вот такой микролистик. Красавчик. Вот такая зона. И вот сумах мой просыпается. Уже смотрите, какие прямо почки. Тигриный глаз. Здесь у меня барбарис каранита. Можжевельник. Тамарисцифолия. И вот здесь барбарис Наташа. Тоже весь живенький такой.
Здесь у меня хиномелис. Айва японская, оранжевая такая, она у меня небольшая. Это очень старый куст, ему уже, наверное, лет 9, но он около метра. В прошлом году пересаживала. Чистец византийский. И вот самый мой интересный дружок теперь. Метасеквоя Gold Rush. Еще называют водная ель. Видите, как распускается? Какая красивая. Вот они ее прямо от ствола. Я сегодня, кстати, выстригла. У нее из-под прививки отходили обычные веточки. Я их все попробовала почеренковать. Не знаю, получится или нет. Вот замазала, чтобы они не доминировали над сортом. Здесь у меня ивушка Хакура Нишики. Барбарис эректа. Здесь будлея у меня карликовая, Муншайн Будма, желтолистная. Дёрин Гоучалти. А здесь тамарикс. Там уже соседский участок. Вам показываю. А здесь еще посадила канны. Должны, по идее, быть краснолистные. И бузина Black Lace. Должна с моей желтолистной красивой метасеквойей очень интересно смотреться. А вот моя березка Юнги на штамбе. Она уже просто вся в листиках, вся в сережках. Такая красивая. Такая вся ажурная. Под ней кустик самшита. Вот у нее в прошлом году начал уже белеть ствол. Здесь тоже у меня взошла Вероника и мордовник. И в эту же зону я пересадила свой перезимовавший клародендрум бунге. Вот он уже, листик у него прямо пошел. Он у нас водохлеб. Здесь у меня берег реки, земля сырая. Надеюсь, ему тут будет комфортней. И вот черемуха уже виргинская. Шуберт. Уже просто листья. Ивы позеленели. Вон уже какие зеленые ивушки. И одна, и вторая, и третья. Холодно, конечно. Вон чайки у нас вовсю шумят. Вот такая красота. Здесь у меня еще растет куст бузины Emerald Lace. Красивая чернолистная бузина. И пурпурулента. Сюда подсадила сазу варигатную. Без ограничений, чтобы она тут вот что хотела, то и росла. И вот сюда пересадила куст спортины гребенчатой, так как она так себе агрессор. А здесь тоже может разрастаться и разрастаться. Вот такая получилась у меня с вами прогулка. Такая река красивая. Всегда, когда дохожу до берега, говорю вам, как все-таки здорово жить на берегу реки, как это умиротворяет. Но сегодня очень холодно. Пошла я отогреваться. Всем хорошего дня, вечера, утра, кто во сколько смотрит. Спасибо за прогулку. И до встречи в саду.